Hi everyone! Пришло время узнать, как заменить лампу подсветки в микроволновке. Существует два вида мотивации для выполнения данного процесса. Первый заключается в выходе из строя установленной лампы, то есть банальное перегорание. Второй заключается в неудовлетворенности характеристиками стоковой лампы накаливания. То есть не устраивает яркость, цветовая температура излучаемого света, более высокое энергопотребление при более низком КПД, коэффициенте полезного действия. Лично меня не устраивают все эти недостатки как в частности, так и в совокупности. Поэтому welcome! Для выполнения обозначенных работ потребуется светодиодная жаропрочная лампа с цоколем И14. Можно ли использовать обычную нежаропрочную? Не знаю. Я купил сразу жаропрочные для микроволновки и другой теплонагруженной техники. Поэтому не подскажу. Я думаю, если купите жаропрочные, не придется разбирать дважды. Но если есть интерес к экспериментам, можете попробовать потом отписаться в комментариях, долго ли проработала нежаропрочная. Так, лампа с патроном И14, патрон для микроволновок под цоколь И14. Насколько я знаю, они типовые, во всех микроволновках стоят идентичные, только стандартные, устанавливаемые на заводе, имеют интегрированную лампочку, то есть без возможности ее извлечения из патрона, то есть впаянную. Мне, собственно, нужен патрон разборный для того, чтобы установить лампу, которую я хочу. И крестовая отвертка для разборки корпуса микроволновой печи. Приступаем к выполнению работы. Первое, что необходимо сделать, это убедиться в том, что электроприбор отсоединен от сети электропитания. Следующим действием в моем случае будет разворот печи на 90 градусов для демонтажа единственного винта, находящегося на левой стороне печи. Далее разворачиваем микроволновку тыльной частью и точно так же демонтируем все винты по периметру, удерживающие верхнюю часть корпуса. Далее убираем все аксессуары и винты в надежное место. И легким движением по направлению к тыльной стороне микроволновки снимаем или сдергиваем внешний кожух микроволновой печи, который крепится к лицевой части корпуса на таких защелках-задвижках. И тут нам открывается вот такой чудесный вид. Это мусор, попадающий внутрь корпуса через вентиляционные ребра верхней части микроволновки, которые необходимо отсюда убрать, протереть, устранить. И, собственно, вот он, главный объект нашего вмешательства. Заводской патрон с интегрированной лампой. Чтобы его извлечь, необходимо отогнуть вот этот удерживающий усик и извлечь патрон с лампой. Отгибание этого удерживающего усика, наверное, будет удобнее выполнить ножом, поэтому нам понадобится еще и нож. Обзор устройства и остальных элементов микроволновки проводить не буду, так как это будет довольно длительный процесс и, наверное, мало кому интересно. После отгибания можно сразу отсоединить фишку питания, а можно потом. Готово. Легче-легко. Так выглядит стандартная лампа, установленная с завода на корейскую микроволновку LG. Made in Korea. 안녕! И на этом этапе мы сталкиваемся с разницей в позиционировании клемм питания на патронах. Стандартный патрон и патрон, который мы хотим установить взамен стандартного. Решается этот вопрос довольно легко. Фишка с проводами питания разрезается пополам. Она для этого уже практически подготовлена. Мы аккуратно ножом через имеющийся паз разделяем ее пополам и подключаем к новому патрону. Вуаля! Теперь устанавливаем лампу обратно. Загибаем фиксирующий усик. А теперь производим сборку в обратной последовательности. Надеваем кожух, легким толчком в сторону лицевой части микроволновки попадаем в пазы по контуру передней части и инсталируем все винты по периметру. Не забываем про единственные на боковой части. На этом процесс можно считать завершенным. Удачи в всех начинаниях и в целом по жизни. Увидимся. See you soon.
Кстати, LED-лампы, которые я использую в данном видео, зарекомендовали себя очень хорошо как в теплонагруженной, так и в хладогенерирующей технике. Изготовлены качественно, эстетично, освещают отлично, что крайне удобно при уборке. Все пищевые нечистоты теперь не скрываются в тени и тусклости желто-золотистого света. Highly recommend для всех, кто любит чистоту.